Если это видео окажется в правильных руках, то оно станет популярным. Хайпанем немножечко. А если у нас не получится, мы можем покончить с собой и выйти из этой дурацкой пьесы. Мое почтение, дамы и господа, это канал Про Театр, и мы запускаем новую рубрику под названием «Школьная анкета», суть которой предельно проста. Мы приглашаем людей театра, заполняем с ними обычную школьную анкету, отвечаем на простые вопросы, которые в процессе перерастают в беседу. Собственно, первый наш гость – режиссер театра и кино, художественный руководитель Гоголь-центра, настоящий панк, караед русского театра. Я думал, что вы забыли, как меня зовут. Не-не-не, я подводочку Сейчас, репетирую. думаю, напишу его, так стану. Ну, это не стоит, это попозже. Собственно, модный, премодный режиссер, господи, хватит употреблять этот эпитет, Кирилл Серебренников. Так уже давно не употребляю. Употребляет по отношению к другим режиссерам. Да. Антон Федоров, например, тоже Сейчас говорят. теперь да. модно, да. Собственно, Кирилл Семенович, как у вас дела? Не Все унываете ли прекрасно, вы? не унываем. Вот благодаря вам первый раз со времен школы увидел фломастеры. Малышам нужно покупать фломастеры с длинными, достаточно крупными и обязательно вентилируемыми колпачками. В магазине я их видел, вот эти немецкие, но тогда были какие-то финские или не помню какие-то. Прикольно. Вы прям пользуетесь? Нет, мы прям купили, чтобы они были девственно чистые. Окей. Знаете ли вы, что такое школьная анкета? Нет, Заполняли не ли вы? знаю никогда. Мы в детстве разных никогда не школах учились, у нас не было анкет. И не было каких-то тайных, не знаю, записок, где вы писали, что вам нравится? Писали что-то в записке, их замуровывали в стены и просили вскрыть через 50 лет. Вот это было в Советском Союзе, очень любили в школе послание в будущее, думая, что будущее будет гораздо лучше, чем жизнь тогда. Или через 10, я думаю... Ну, можно зарыть, может что-нибудь написать, какую-то херь, и тут где-нибудь зарыть, посмотреть, что через 10 лет вскроют ваши друзья. И... Собственно, вот ваш разворот. Вы выбираете фломастер, который вам больше всего приглянется. 50 оттенков серого фломастер называется. Вам под эту куртку. Так. Под это. Если что, я могу еще задать что-то дополнительное, Давайте. но главное, есть простые вопросы Давайте, и простые поехали. ответы. Собственно, первый вопрос. Как вас зовут? Вы шутите, что ли? Я не Вы с ума, шучу. что ли, сошли? Меня Кирилл зовут, здравствуйте. Кирилл, можете записать? Так. Неловкий момент. Сколько вам лет? 50 плюс. А психологически, как вы себя чувствуете? Ну, наверное, я не знаю, ну так скажем. 30 плюс. Ну да, то есть 20 совсем дурь, конечно, а 30 уже получше. А не хотели бы вы, вот я слышал, что когда вы вели курс, вы чувствовали себя на 25. Не хотели бы вы снова омолодиться и набрать новый актерский режиссерский курс? Такие мысли есть, и, наверное, когда-нибудь это придется сделать. Ну, это интересно. Но это нельзя делать часто, потому что это огромная ответственность. Это как завести домашнее животное, например. Ты же за него отвечаешь, и уже что с ним будет, зависит, в общем-то, от тебя. Спустя какое-то время, наверное, попробую это сделать, когда какие-то силы и возможности появятся. А как вам кажется, когда условно у вас появится и возможность, и желание, изменится ли театральное образование как-то вот к этому моменту? Я знаю, что в 2008 вы набрали курс, и это был совершенно новый опыт для студентов. И будет ли какой-то новый подход уже вот в момент, когда вы наберете второй курс? Я думаю, что педагогика должна меняться, в чем-то оставаться консервативной, а в чем-то меняться. То есть вы когда... Вас как зовут? Кузьмич, ты что, серьезно? Иван. Иван, наверное, 20 плюс. 20, да. Или 20 минус. 20, да. 22. И вы когда куда-то поступаете, вы же выбираете что-то известное и надежное. Ну, то есть, тем более, сегодня платное образование, да? Вы должны платить за то, что вы знаете. То есть, какой-то элемент консерватизма обязательно должен быть. Но при этом вы хотите, чтобы учеба шла не на церковно-славянском, вы хотите, чтобы люди, которые с вами разговаривали, вас чему-то учили, были немножко в адеквате, понимали какие-то базовые ценности, которые разделяете вы и прочее, прочее, прочее.
Поэтому вот этот, так сказать, баланс, коллаборация консерватизма и радикализма, там, инновационности, она важна, мне кажется, в образовании. Поэтому каждый раз, наверное, надо теперь писать новую программу. Следующий вопрос. Любимый цвет? Еще недавно бы сказал черный, но сегодня у меня нет предпочтений, как ни странно. Каждый цвет находит Да, свое да, и у место. меня вот просто вдруг открылась какая-то, так сказать, вот эта Палитра. палитра цветов, да. Можете тут написать прочерк или все цвета. Так, прочерк будет. Следующий вопрос. Любимое блюдо? Их очень много, поэтому прочерк. К сожалению, у меня нету одного чего-то. У меня большой список того, что я люблю, поэтому я не могу сконцентрироваться и сказать, знаете, я могу есть только жареную картошку или там селедку под шубой, или там, я не знаю, крабов. В какой момент вы пришли к тому, что решили стать вегетарианцем? 20 лет, 18 лет назад, 19 лет, наверное, скорее всего, уже назад. Минут 5-10, 4-5. Просто так сидели, и мой товарищ сказал, давай не есть мясо. Я говорю, давай. Он с тех пор его стал есть. Я, вот как 19 лет сказал, давай не есть, так не ем. Молодец. Любимый напиток? Ну, и у меня нету любимого. Тоже нет? Вода без газа. Вода без газа. Ага. Вы так сказали, как будто что-то сразу поняли. Это какой-то психологический тест, а вы потом какую-то натальную карту составляете по этим ответам? Ну, пока нет, но, может быть, в Хорошо. процессе, когда у нас Ладно, будет договорились. вся Ладно, палитра режиссеров. Да, вы скажете, вот так выглядят психи. Это роскошно. Следующий вопрос. Любимое животное? Нет, любимый животное. Как можно любимое животное выделить из миллиарда каких-то животных? Я люблю, в принципе, живую природу. Я очень люблю животных, я люблю живую природу. Я очень много раз был в саванне, я видел животных в естественной среде обитания. Я ненавижу зоопарки, считаю это преступлением, цирки все эти чертовы, ебучие. И просто это ад, да, на земле. Поэтому живые животные в свободных обстоятельствах. Любимая книга? Вы же тоже, вы шутки какие-то пытаетесь со мной составить. Ну, да, но нет. Ну, возможно, что-то, к чему вы постоянно возвращаетесь, условно. Какой-то вот книги, которую Хорошо, вы любите перечитывать. Джойс Улисс. И вы перечитывали ее? Ну, так сказать, иногда да, в мыслях. Это такой демонстрационный какой-то тренажер возможностей человеческой психики, возможностей искусства, возможностей литературы. Было ли у вас желание попробовать трансформировать этот текст в какие-то отрывки? Не уверен, что это нужно делать на сцене. Просто не все тексты нужно ставить на сцене. Что за мания такая, все ставить на сцене? Каждый текст вроде бы его можно. Ну, можно, но и можно и не. Можно и не. Ну да. Я вообще люблю философскую, не сюжетную, не беллетристику, а философскую, мемуаристику, научную литературу. То есть это как-то я вот это все. Любимый художник? Ну, это тоже невозможно на это ответить. Вы знаете, мы будем поэт Пушкин, художник Шишкин. Ну, это, ну как? это совсем Ну а классика. что? Ну невозможно. Любимая курица. Да, курица, животное, ежик, там, я не знаю, мультик «Ежик в тумане». Ну, вот мы же не... Вы меня хотите как-то измучить, что ли? А есть художник, которым вы в последнее время, например, вдохновлялись? Или который... Да, Марсель Дзама, например. Я его очень люблю и очень бы хотел... У меня есть одна небольшая работа, но я бы еще хотел купить несколько его работ. Они фигуративные, то есть они рисуют людей, но это такая какая-то вселенная. Мне нравится художник Демиург. Я люблю очень наивное искусство, и вот сейчас идет выставка Леонова, например, потрясающая, в МОМе. Всем рекомендую туда сходить. Там висит даже работа из моей небольшой коллекции, потому что я считаю, этот художник тоже создал целый космос каких-то русских типов, вообще собственный космос. Вот художник, который создает космос, это то, что меня может серьезно заинтересовать. Вот вы, я знаю, восхищаетесь профессией архитектора. Да. Считаете даже, что она даже сложнее, чем профессия режиссера. Ответственности больше. От плохого спектакля, может просто кровь из глаз, а от
плохого здания кровь из всех частей тела. В прямом и в переносном. По прямому и в переносном смысле. Есть ли какой-то архитектор? Питер Цумтер. Мне нравятся эти какие-то естественные, живые формы архитектуры, когда архитектура оказывается не стройкой, не строительством, а философией, концепцией, чем-то совершенно удивительным. Я какие-то работы Цумтера очень люблю. Любимый вид спорта? Сейчас пошел на бокс. Бокс нравится сейчас. Можете бокс написать. Да, бокс. А вы, то есть, занимаетесь боксом. Сколько вы уже занимаетесь? Мало. Я начал. Мне очень понравилось заниматься. Любимый музыкальный исполнитель? Это тоже невозможно. Как выбрать одного? Невозможно. Всем привет, меня зовут Леша Гагаури. Я очень рад встретиться с вами в программе «Невозможное возможно». Давайте начнем все-таки с последнего. А вот в Москву приезжает Якуб Орлинский. И чувак гениально поет барочную музыку, будучи абсолютно современным парнем, скейтером и акробатом. А как вы относитесь к рэп-музыке? Я люблю, мне нравятся эти ребята, если это талантливо. У нас Хаски, мы дружим с Хаски. Он написал трек в мой фильм, который еще не вышел. У него уже альбом вышел. И он играет у нас в спектакле «Маленькие трагедии». И мне вообще, когда талантливое, мне все нравится. А именно то, что есть тенденция, условно, чем проще и быстрее напишешь, тем это зайдет лучше. Главное, чтобы это качало. Условно, если говорить про Моргенштерна. Можно и за минуту написать гениальное и талантливое, и не надо долго мучиться, дрочить, как-то сходить с ума. И мы же все понимаем, что туфта, а что не туфта. Мы же смотрим, слушаем и понимаем, неважно, сколько это делалось, быстро, медленно, долго. Это здорово, талантливо, нас трогает, не качает, трогает. Меня все-таки волнуют эти не совсем какие-то нижние регистры, которые сабвуфером каким-то задеваются или какой-то басовой колонкой. Да, это же слишком просто. Чуть-чуть желательно, чуть-чуть посложнее. Мне просто так интереснее. Любимая, я знаю, что сейчас вы ответите, их много. Любимая песня. Вы шутите, как это? Мне вот сейчас нравится, я слушаю ее на репите, будете смеяться, и сам от тебя не ожидал. Мне нравятся песни Натальи Медведевой, которые я вдруг почему-то для себя открыл и слушаю. И среди последних, то, что я слушал сегодня утром, песня о вечном движении в исполнении Льва Лещенко. Вы ее слушали утром или когда ехали в машине? Утром. Такая... Вот это очень правильная позиция. Мне всегда чего-то не хватает. Мне кажется, очень здорово, когда чего-то не хватает всегда. Как говорила, по-моему, Гиппиус, я люблю то, чего нет. Актер последний, который вас зацепил? Могу точно и легко сказать. Допустим, в сериале «Корона» в 4 сезоне и в 3 играет замечательный английский актер Джош О'Коннор. И какая-нибудь та же Эмма Коррин в роли принцессы Дианы тоже делают удивительные вещи. А у нас Женя Миронов и Чулпан Хаматова играют в спектакле «Горбачев». Знаете, всегда после спектакля, особенно друзьям, надо как-то говорить, спасибо вам, или ничего, за то-то, вот эти слова искать. А тут я открытым сердцем совершенно был счастлив, что моим друзьям Миронову и Хаматову могу излить только восторги, потому что их работа выдающаяся, там уже все остальное не важно. А были ли случаи, когда вы смотрели спектакль любимого актера, понимали, что не то? Конечно, миллион раз. И вы говорили честно? Или... Я всегда говорю честно, поэтому мало хожу. Лучше же с людьми поддерживать хорошие отношения. Собственно, если учить кого-то, и кто-то, студенты молодые, спросят: Кирилл, а куда, собственно, нам идти, что посмотреть, чтобы понять, а что такое актерское мастерство, я отправлю по этим 2 адресам.
А есть ли у вас какие-то мысли о том, что снять, ну, еще раз, спустя много лет, условно, подойти к вот этому жанру, к этому направлению сериала? Я думаю, что нам всем придется туда подойти, как вы говорите, потому что там с кино сложности и огромное количество предложений для стриминговых платформ. И это вообще новый вид человеческой деятельности. В связи с пандемией мы все сидим дома, и что мы смотрим? Мы смотрим Сериалы. и вот когда ты «Корону» смотришь, ну, язык не поворачивается назвать это сериалом. Ну, это огромное, большое эпическое полотно. Ну, какой это сериал? Сериал в нашем понятии, с вот этой негативной коннотацией, это что-то такое небольшое по бюджету, как-то хитро там, знаете, умудрились что-то снять. Просто у нас всегда это, так сказать, знаете, как пример такой вопиющий был какой-нибудь сериал «Клубничка», там, 90-е годы, начало 2000-х. Вы уже, к счастью, тогда не родились еще. Любимый фильм? Все, пожалуйста. Нету, их Ну, нет. какой-нибудь фильм, который вы условно посмотрели в детстве и потом пересмотрели уже... Давайте просто прорекламируем. Сейчас вышел фильм «Манк» на Netflix, да? Сделанный на тему гражданина Кейна. Вот надо посмотреть «Гражданин Кейн» и посмотреть фильм «Манк» про сценариста Манкевич. Это снял Финчер, а то снял Орсон Уэллс. Эти два фильма создают некую, так сказать, важную вольтовую дугу, которая размышляет о гении, о злодействе, поэтому это must see. Как, находясь в 4 стенах, возможно управлять постановочным процессом спектакля? Секрет. Напишу Вообще как-нибудь. Ну, вам пока не скажу, и зачем вам это надо. Пускай у вас Нам этого не интересно, будет. как в будущем, когда условно Ну, когда в будущем вы новая будете пандемия... в этих самых... Да. Не надо, сами придумывайте. Как бы это непросто и достаточно трудозатратно. Возможно, но в музыкальном театре с операми у меня получалось и получается лучше, чем с драматическим спектаклем. Это практически невозможно. Следующий вопрос, более интимный. Твоя отрицательная черта характера. Ой, их такой огромный список, что я тоже не скажу. Нет, вы чего? Ну, очень много. Ну, нет. Ну, что? одна. Не. Парочка. Это так сложно, сэр. Добби не знает, с чего начать. Лень. Лень. Все мы ленивы в каком-то смысле. Можете записать? Лень? Ну да. Нормально. Ваша положительная черта характера. Прочерк. Ну, давайте забудем, что обычно никто не говорит о себе в хорошем тоне. Ну, хорошо, трудолюбие. Лень, трудолюбие. Вы что же, вы шутки какие-то пытаетесь со мной составить? Я ненавижу многоточие. Я ненавижу ложь. Ну, да, ложь хорошо. Я, так сказать, я ее сразу вижу. Твоя любимая цитата? Не помню, у меня вообще память на цитаты отсутствует. Что-нибудь из Инстаграма моего возьмете, увидите там что-нибудь такое, или из Телеграм-канала. У меня есть Телеграм-канал. Кирилл and Friends. Да. Там цитаты на цитате. Хорошо, ну давайте тогда ваше лучшее воспоминание. Понятно, что это такой... Какой-то старперский вопрос, но окей, я не знаю. Что ты знаешь и чего не знаешь? Откуда я знаю, чего я не знаю? Я вообще не люблю вспоминать. То есть я не думаю, что все в прошлом, я думаю, что все в будущем. Мне кажется, интереснее думать и работать на будущее, чем жить какими-то воспоминаниями. Хочется путешествий, хочется... Очень часто вспоминаю Тибет и поездки, и поход в Гималаи. Очень люблю горы, и там, поездку на Алтай недавнюю или поездку в Магадан недавнюю. Это все большие впечатления, и потому что перед природой я испытываю такой безмолвный восторг. Следующий вопрос. Ваша мечта? Ну, конечно, расскажи вашу мечту, и все посмеются. Нет, жить надо одним днем, особенно сегодняшние обстоятельства нам про это сотни раз напоминают, и строить план бесполезно, дожить до сегодняшнего дня, вот и главная мечта. Что в последнее время вас разочаровало? Я стараюсь не очаровываться, чтобы не разочаровываться. Угу.
Вы Познер, что ли? Вы Познер. Нет, это не поздно. Это какой-то Познер. Я со школьной анкетой. И у него же какие-то анкеты. Но вот у это него Пруст. У него Пруст. А Пруст это не школьное, это другое? Нет, ну, вот просто какой-то Познер. К счастью, мы на общем плане, а не на позорно-крупном. What do you mean? Это да. Но вы тогда что-нибудь напишите, не знаю. Люблю очаровываться, чтобы не разочаровывать. Да не, ну слушайте, я уже сказал, чего писать-то. А можете дать какой-то совет, условно, молодым режиссерам, которые вот так немножечко взлетели, о них написали в СМИ такой эпитет «модный», и как им оторваться от всего этого инфошума, который все больше и больше из разных соцсетей, и именно сконцентрироваться на работе и продолжать... Я здесь очень легко отвечу, вернее, вспомню ту цитату или совет, который мне дал один мудрый человек. Я расстраивался по поводу какой-то рецензии ругательной на мой спектакль, и он сказал: Кирилл, это были еще газеты. Газета живет один день, завтра ее положат в мусорник или там ею какой-нибудь сортир, так сказать, выстелят. Мы живем во всю эту постинформационную эпоху, и мы все пронизаны информацией, и мы вот, так сказать, как-то пытаемся развлечь, видите, вот этих ваших зрителей, ваши 4 человека, поэтому очень важно... Зато до конца смотрим. Зато какие, да, надо в этом момент говорить, зато лучшие. Мне очень важно и ценно, что вы занимаетесь театром, что вы пытаетесь в нем разобраться, что вы о том, что вы нарыли, намыли, додумали, рассказываете совершенно каким-то молодым ребятам, которые еще просто, может быть, не знают, что это такое театр. У нас Google-центр для этого. Мы, когда его запускали, когда я запускал этот театр в новом исполнении, я говорил: ребята, это для тех людей, которые не ходят в эти академические театры, потому что туда ходят их родители, и они это все видели в гробу, а они должны найти какое-то свое место, со своей эстетикой, со своим репертуаром, со своими друзьями на сцене, артистами, со своим возрастом, чтобы это каким-то образом коррелировалось с тем, что у них в голове. С другим принципом организации пространства, с другим принципом организации информационной подачи, с другим принципом организации репертуара. Большое количество просто совсем молодых ребят приходят сюда и после посещения Google-центра говорят: о, нам нравится театр, мы будем и дальше ходить. И ходят уже и к нам, и в другие театры. То есть здесь очень важно не обосраться первый раз. То есть Google-центр — это такой еще и трамплин именно в театр. Это в мир театра. То, чем занимаетесь, в общем-то, вы занимаетесь просветительской, очень верной, очень классной деятельностью, которая рассказывает молодым ребятам о том, а что такое театр, ну, откуда они должны это узнать, кому они будут верить. Они будут верить вам, одногодки, не старым пенсам этим всем, которые будут говорить: приходите в театр, потому что театр, там был Станиславский, это кафедра, это все. Понимаете, по-другому, другие слова, другой дискурс. И финальный вопрос. Что для вас свобода? Свобода – это новая худи, которая у нас скоро будет продаваться. То есть свобода – это капитализм. Ну так. Ну, слушайте, чуть-чуть… Это сложный вопрос. Почему вы сложные вопросы оставляете на финал? И мне кажется, это должна быть тема отдельного разговора. Давайте об этом о том, что такое свобода. И договоримся, да. Все-таки. Ну, мы там что-то написали. Ну да. Все, спасибо большое. Собственно, не очень, да. Но, в принципе, здорово. Мы хотели, чтобы гость нам что-то нарисовал, написал ответы, но, собственно, вот эти прочерки, я так обычно голосую. Политический юмор. Спасибо большое. Да, спасибо большое, Кирилл. Подписывайтесь на телеграм-канал Кирилл and Friends. Подписывайтесь на... Да, и смотрите про театр, потому что ребята разбираются и вам расскажут.